Друзья, привет! В руках у меня не, как бы вы подумали, 15 Pro Max маленький, это что-то такое интересное. И здесь коробка не от этого смартфона, это коробка от 15 Pro Max, на который я снимал обзор отдельный. А за ним стоит такой маленькая, вот такая уменьшенная, меньшая какая-то средняя, не 15 Pro, и не 15 Pro Max, средняя версия смеси бульдога с носорогом. Что это у нас? А это у нас китайцы подсуетились и изобрели крутой смартфон, недорогой и красиво выглядящий. Я и дружелюбные китайцы из AliExpress рады вам представить 15 Pro, точнее iPhone 10R в корпусе iPhone 15 Pro. Давайте посмотрим поближе, что это за дичь, стоит ли она своих денег. Кстати, стоит небольших денег. И вот это все давайте разберем сегодня на обзоре. Подписывайтесь на канал. Поехали. Я думаю, вы все прекрасно знаете, и я снимал уже несколько роликов, когда я сам использовал iPhone 10R, крутая мобила, которая уже из времен палеозоида, наверное, к нам пришла и все еще в работе. И вот китайцы своими ручонками собирают по кусочкам все эти старые iPhone 10R, вставляют туда новый аккумулятор и пересобирают не просто в том же корпусе, а в корпусе новых айфонов, которые на вид, кстати, выглядят, по-моему, вообще супер. И тактильно, ну да, здесь, конечно, две камеры фейковые, но выглядит это все круто. И сам блок вот этот, он расположен чуть выше, чем у оригинала, потому что у iPhone 10R камера расположена чуть выше, чем у других. И это неплохой выбор, потому что это все-таки настоящий iOS, настоящий iPhone. Здесь внутри можно установить до iOS 18. И вот такие вот, если вы поставите обои черненькие, то не будет бросаться в глаза. Огромная рамка, которая здесь, конечно же, присутствует. Сейчас я вам покажу. Если мы ставим что-то такое цветное, то она сразу бросается в глаза и видно. Ну и какая разница? Вы забудете про эту рамку спустя час использования этого смартфона. А радости он вам подарит все-таки много. Потому что здесь работает и Face ID, и камера снимает, и видео, и фоточасть достойно. И поддержка последнего iOS. Все работает неплохо, ничего не тормозит. Экран IPS, плоский, кстати. Короче, китайцы собрали все самое лучшее и продают это до 20 тысяч рублей. Можно, как и я, купить версию на 256 гигабайт, и будет вам счастье. И здесь нет кнопки вот этой дурацкой 15 Pro Max, которую я постоянно нажимаю, неудобно. И здесь старый добрый переключатель, и при переключении, увеличении, уменьшении громкости ваш палец не будет попадать на эту злосчастную дебильную кнопку. В остальном по внутрянке это все тот же самый добрый iPhone 10R, который работает прекрасно, поддерживает все прекрасно, программы ставятся, я надеюсь, мне повезло, и аккумулятор здесь не сдохнет спустя 1 месяц. Я вроде потестировал, нормально, на год, на 2 хватит, если, а дальше можно будет его поменять. Это сейчас не проблема. Учитывая цену, учитывая качество и надежность, я так надеюсь, этого айфона, я думаю, неплохая покупка, если вы выбираете что-то из старого, потому что купить восстановленный iPhone 10R вам обойдется так же или дороже. Купить его на БУ рынке, это тоже большая лотерея, непонятно, как им пользовались, непонятно, скрывали, не скрывали, какой там аккумулятор. Он будет старый, надежный, правда, оригинальный, но будет ли он долго служить или сдохнет через полгода, непонятно. Здесь все-таки какая-никакая, не гарантия, конечно, но надежда имеется. Напишите в комментариях, что вы думаете о таких штуках. Я не думаю, что долго можно мусолить эту тему, потому что, ну да, это вот я вам визуально сейчас показывал во время видео, как он выглядит. Выглядит собран он супер, ничего не скрипит, не люфтит, все очень плавно, вообще выглядит как прям оригинал. Для него идет дополнительно и стекло, и его можно найти, продается оно для этого размера экрана. Также в интернете можно найти и чехлы для него, для вот этих франкенштейнов непонятных. Размера такого, по сути, нету на рынке оригинальных айфонов. Это потому что что-то среднее по размеру между Pro и Pro Max версией. Но вот такой вот телефон у них вышел, и это прекрасно, мне кажется. Есть версии 14 Pro, и под 15 Pro, и под 16 Pro. Зачем? Непонятно, когда 15 Pro выглядит супер. Такого цвета
матового титана. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Напишите, как вам такие Франкенштейны, или может купить все-таки БУ оригинал, чем вот это вот. Все-таки это лотерея. И напишите, как вы относитесь, что он стоит в районе 20 тысяч. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал «Вечернее откровение», подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много скидок на различную технику из маркетов, до 50% скидки достигает. Поэтому подписывайтесь, следите, впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.